Эти удивительные существа, жившие миллионы лет назад, до сих пор вызывают восторг и ужас одновременно. Именно поэтому снято так много фантастических и научных фильмов об этих животных. Одни из них были травоядными, другие же опасными хищниками. И даже подумать не могли, что их может не стать в один момент. Современные потомки древних жителей соседствуют с нами на планете. А давайте разбираться, какие же динозавры были самые опасные. Поехали. Тираннозавр. Именно этот динозавр приходит на ум большинству людей, когда спрашиваешь их о самом опасном динозавре. Тираннозавр – легенда среди динозавров. Он ходил на задних лапах, а передние лапы были короткие. Тираннозавр имел большую голову и длинный хвост. Самый крупный из собранных скелетов этого зверя в длину составил 12,3 метра, а в высоту – 4 метра. Весил такой монстр практически 7 тонн. Если сравнивать силу укуса тираннозавра со львом, то челюсти первого смыкались в 15 раз сильнее. Эти данные позволяют сделать вывод, что Тирекс был высшим хищником позднего мелового периода. Он был на вершине эволюции хищников. А другая версия звучит так, что этот динозавр был падальщиком, из-за того, что не всегда мог удачно охотиться. Хотя приверженцев такой версии среди ученых меньшинство. Птеранодон. Как и рамфоринхи и птеродактили, рацион птеродона состоял в основном из рыбы. Но, живя по соседству с людьми, этот хищник представлял бы немалую угрозу. Он мог бы совершенно случайно убить человека, если бы заприметил у него что-то вкусненькое. Размах крыльев птеранодона составлял 15 метров. Только представьте его летящего над головой. Спинозавр. Спинозавры жили на Земле около 100 миллионов лет назад, в меловой период. Этот огромный хищник имел длиннёров, либо для терморегуляции. Скелеты этих хищников были найдены на территории Северной Африки. Но до сих пор не так много информации есть про спинозавров. Ученые так и не пришли к выводу, какого же размера был саком. Можно предположить, что длина этого зверя была около 18 метров, а вес взрослого динозавра был около 10 тонн. Схожи с тираннозавром, но это совсем не так. Образ жизни этих монстров сильно отличался. Некоторые становились умнее, другие более скоростными. Третьи получили огромные когти. Как раз у дейнониха такой коготь находился на втором пальце задних лап. Но до сих пор не до конца ясно, использовал ли динозавр этот коготь для охоты. Есть версия, что такой коготь помогал хищнику забираться на деревья, чтобы оттуда нападать на жертву. Этот хищник не отличался столь внушительными размерами, как предыдущие. Его длина составляла 3–3,5 метра, а вес – около 70 килограммов. Он развивал скорость до 40 км в час. Этот ящер был теплокровным и имел перья, как у птицы, а передние конечности очень напоминали крылья. Этот нелетающий хищник был предком современных птиц. Майюнгозавр. Мало кто слышал об этом динозавре. Это был небольшой коренастый хищник с маленькими передними лапами. Его короткий череп с легкостью позволял майюнгозавру хватать жертву и сильно трясти ее. Хищник без проблем мог долгое время удерживать жертву и, быть может, победил бы даже Тирекса. Трицератопс. Удивительно, что этот травоядный динозавр попал в наш список. Но трицератопс имел внушительные размеры и мог за себя постоять. Он достигал до 9 метров в длину при весе около 8–12 тонн. Судя по размерам, он был крупнее Тирекса, который не представлял для него серьезной угрозы. На морде трицератопса было 3 крупных рога, которые помогали ему в борьбе с хищниками. Раны от ударов этими рогами были весьма серьезными, поэтому немногие рисковали связываться с трицератопсом. Гигантозавр. Как и все тероподы, этот ящер передвигался на 2 лапах. Жил гигантозавр в последний меловой период и был самым крупным хищником того времени. Его длина была около 13 метров. Своими размерами внешний гигантозавр не особо отличался от тираннозавра, но весил на пару тонн больше. Но вот мозг Тирекса был больше, и он имел бинокулярное зрение, в отличие от гигантозавра. Тем не менее, гигантозавр был весьма опасным хищником, ведь мог разгоняться до 32 км в час.
Ученые полагают, что эти хищники могли охотиться небольшими группами по 2-3 динозавра, что помогало им поймать жертву больших размеров. Ютараптор. Этот весьма интеллектуальный вид динозавра немного напоминает дейнониха. Его длина около 7 метров. Это был самый быстрый и сильный хищник, который жил на территории Северной Америки около 130 миллионов лет назад. Ютараптор имел 2 крупных когтя на задних лапах, а его тело было покрыто перьями. Так до конца и непонятно, использовал ли хищник их для нападения или для того, чтобы легко было карабкаться по деревьям. Эти хищники были очень опасны, охотились стаями. Именно поэтому они могли легко справиться с очень крупным соперником. Многие ученые полагают, что ютараптор был высшим хищником раннего мелового периода. Саркозух. Этот монстр уж очень похож на современного крокодила, поэтому проще было дать ему название «огромный крокодил». Этот гигант весил около 6 тонн, а его длина составляла 12 метров. Он был как минимум в 2 раза больше современного крокодила и наверняка бы слопал чебурашку. Ирритатор. Жил этот хищник около 110 миллионов лет назад на территории Бразилии. Вырастал ирритатор 7-8 метров в длину, а в высоту до 2,5 метров. Этот не очень крупный хищник был далеко не безобидным. Его челюсти напоминали челюсти крокодила, что помогало ему легко охотиться на рыбу или на мелких травоядных. Он передвигался на задних лапах довольно быстро и проворно, что помогало ему легко добывать пищу. Мапузавр. Этот гигант мелового периода весил около 3 тонн, а его длина достигала 12 метров. Мапузавр легко расправлялся с жертвой благодаря мощным конечностям и зубам в форме пилы. Эти хищники охотились в стае, поэтому их жертвами могли становиться даже аргентинозавры, весившие 100 тонн. Мапузавр имел развитые и более длинные передние лапы, чем у тираннозавра. Велоцираптор. Эти совсем небольшие хищники были весьма агрессивными и злобными. Велоцираптор вырастал всего 60 сантиметров в высоту и до 2 метров в длину. Охотились хищники стаей. Они нападали на небольших травоядных, разрывая артерии на их шее. Велоцираптор имел большой изогнутый коготь на задних лапах. Их часто можно встретить в фильмах о динозаврах. Мощный хвост, крупные задние конечности, а передние были совсем короткие. Альбертозавр. Хоть название этого динозавра не на слуху, его останков сохранилось намного больше, чем останков тираннозавра. Взрослый альбертозавр вырастал до 9 метров и весил около 2 тонн. Этот монстр считается одним из самых кровожадных хищников позднего мелового периода. Его небольшие размеры помогали оставаться ловким, быстрым и проворным. Благодаря короткой морде укус альбертозавра был в разы мощнее, чем у того же тирекса. Дилофозавр. Этот хищник имел 2 ярких гребня на голове и очень острые зубы. Взрослая особь весила около 400 килограммов, а длина составляла 7 метров. Передвигались дилофозавры на задних лапах, но и передние лапы были сильные, с помощью которых они наносили смертельные удары своим жертвам. Интересная особенность дилофозавров заключалась в способности приседать, чтобы отдохнуть, как это делают современные птицы. Карнотавр. Этот хищник имел некоторое сходство с быком, ведь на его голове имелись 2 рога. Благодаря мощным задним конечностям карнотавр был самым быстрым хищником в своей весовой категории. Его передние лапы были очень короткие. Ученые считают, что рога были защитным элементом, хотя его череп не отличался особой крепостью. Карнотавр, охотясь, мог наносить жертве точные медленные удары. Этот 8-метровый монстр имел мелкие и очень острые зубы, которые резали добычу. В то же время он мог глотать огромные куски мяса или даже небольшую добычу целиком. Цератозавр. Цератозавр вырастал до 7-8 метров в длину и имел необычный рог на носовых костях, а над глазами находились 2 твердых выступа. Вдоль всего хребта этот хищник имел окостенелые выступы. Главной добычей цератозавра были водные животные, но он охотился и на животных, живущих на земле. Этот хищник обладал весьма крупным черепом, хотя и не самым крепким.
Его большие челюсти с огромными зубами не давали жертве ни единого шанса на спасение. Цератозавра часто можно встретить в фильмах о динозаврах. Терезинозавр. Этот динозавр жил в меловой период. Его внешний вид не удалось восстановить до конца из-за отсутствия всех когтей. Терезинозавр весил около 6 тонн, вырастал в длину до 12 метров и имел очень необычный внешний вид. На задних лапах у него было по 4 опорных когтя, а передние лапы были весьма крупных размеров, до 3 метров, с большими когтями около метра в длину. До конца неизвестно, чем именно питались эти динозавры, но, скорее всего, они были травоядными. Зачем тогда им такие длинные лапы с огромными когтями? Скорее всего, для защиты от хищников. Терезинозавр даже внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый странный динозавр. А какой из этих динозавров вам понравился больше всех? Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!